Вы не должны были найти это письмо. И все же, вот оно. Чернила кажутся свежими. Конверт запечатан знаком, который кажется древним, священным и пугающе личным. Ни марки, ни отправителя. Только твое имя, написанное от руки, четко, осознанно. Почти божественно. Когда вы держите его, что-то сменив в вашей атмосфере. Не в комнате, а в вашем временная шкала. Как будто запечатанная дверь где-то в коридорах твоей судьбы только что застонала впервые за десятилетия. И она застонала ты. Это не вымысел. Это момент разблокировки, это послание, это таинственное наследие, не метафора. Это пророческий. Это ваше письма, которое открывает дверь. И если ты сейчас уйдешь, если проигнорируешь эту передачу, если отбросишь эти слова как совпадение, то, что принадлежит тебе, может быть передано не украден, не наказан, но перераспределенный по божественному протоколу. Вы собираетесь открыть истину, которая была скрыта от вас на протяжении причина. Спрятан не случайно, а благодаря защите. Есть мужчина, чрезвычайно влиятельный человек, который готовил что-то от вашего имени, вот теперь, в этот самый час, эта подготовка завершается законной передачей власти, благосклонности и благословения. Завещание подписано. Нотариус ждет. Доверенность оформлена. И вы указаны как бенефициар чего-то, о существовании чего вы не знали. Ваше имя, да, твое имя, было помещено в священные документы, которые вы никогда не видели. Но небеса видели. За запертой дверью находится ваш чудо. За этим стоит богатство, да, материальная точка и духовной. За ним стоит твое благословение, ваше божественное наследие, ваша сверхъестественная власть, ваше призвание, ваш урожай. Но вот предупреждение: если вы медлите, если вы проигнорируете это божественное время, вы можете упустить свое место в этом завете не гневом, но по автоматическому закону, духовный закон. Протокол наследования требует проверки перед закрытием назначенного окна. А это окно, оно сейчас. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Стервятники это знают. Те, кому выгодно твое промедление, те, кто наблюдал, ждал твоего молчания, кружат вокруг. Ты чувствовал их в духовном мире, эти невидимые силы, питающиеся твоей усталостью, твоей неясностью, твоими потерянными годами. Но человек, который держит печать, человек, окруженный этими врагами, имеет все еще выбрал тебя. Даже если ты потерпел неудачу. Даже если ты сомневался. Даже если ты усомнился в своей ценности и посчитал себя неудачником. Тебя выбрали. По причинам, которые находятся за пределами твоего понимания. Причины, изложенные в письме, перехваченном давным-давно в послании, которое должно было дойти до тебя года раньше, но было отложено. И теперь Святой Дух возвращает его обратно не раскрытым, но сохраненным. Ибо сейчас. Почему ты? Почему сейчас? Ответ разрушит все, что вы, как вам казалось, знали о своем прошлом. Потому что то, что вы сейчас узнаете, это не просто откровение. Это разворот. Это видео – то самое письмо. Это послание – тот самый ключ. И если ты останешься со мной до конца, если ты услышишь каждое слово, каждый пророческий слой, я открою то, что было скрыто, секрет, стоящий за твоими задержками, недостающую часть за твоими закрытыми дверями, и точное действие необходимо взять в свои руки, завет подготовлено для вас. Но если вы сейчас уйдете, документ вернется в ящик. Дверца начнет закрываться. И то, что всегда должно было принадлежать вам, становится чужим урожаем. Оставайтесь. Это еще не все. Гораздо больше.
И прежде чем это сообщение закончится, подпись будут раскрыты. Вы были защищены дольше, чем вы думали. Вы были смотрел не в осуждение, а в любви. Вы были экранированы не потому, что вы об этом просили, а потому, что кто-то могущественный увидел в тебе что-то такое, чего ты сам в себе не видел. Он увидел твои судьбы. Пока вы ходили кругами, чувствуя себя невидимым, забытым, оставленным позади, кто-то управлял вами за кулисами, молча, строя план, защищая будущее. Но не просто будущее, твой, а божественный план, слоистый избыток, богатый чудеса, закодированный с помощью благословения и пропитанный обещать. Этот человек, носящий печать завета, никогда не кичился своей властью. Он никогда не искал аплодисментов, никогда не гнался за признанием. Власть не была его гордостью, а она была его назначением. И ты был причиной его назначения. Все, что он построил, каждое духовное оружие, которое он выковал, каждая молитва, которую он прошептал в темные часы, было для кто-то, кого он даже не встречал. И все же он знал. Он знал, потому что Дух Божий шепнул ему это во сне. Да, были точка мечты. Необычные сны, а странные и священные инструкции, сны, где ваше лицо появлялось без контекста, где ваш голос нес слова, которые вы даже не помните, произносили. Сны, которые тогда казались бессмысленными, но позже сформировали закономерности, указания, движения. Каждый его шаг, каждая задержка, каждое отклонение, ведомое видениями, вращавшимися вокруг, ты. Он начал смотреть, но не как хищник, как опекун. Он назначил людей, чтобы они наблюдали за вами незаметно, не для того, чтобы контролировать вас, а для того, чтобы защитить то, что вы носили, даже не зная. Ваша духовная лона, ваша мантия, ваше наследие. Вы, возможно, чувствовали это, те странные взгляды в общественных местах, это жуткое ощущение, что тебя видят, помнят, каким-то образом известно, это была не паранойя. Это было не воображение. Это было доброкачественное наблюдение, божественная мера, обеспечивающая дверь не захлопнется до того, как вы будете готовы через нее пройти. Потому что ты никогда не был случайным. Ты был выбран, и ваш звонок всегда несла с собой тяжесть, которую ты не мог постичь. Даже в моменты, когда ты терпел неудачи. Даже в моменты, когда ты грешил. Даже когда тебя душила нищета, когда банковский счет был пуст, когда твое тело болело, когда твои молитвы, казалось, отскакивали от потолка, вы все еще находились под божественным надзором. Скрытый, но видимый. Разбитый, но благословенный. Утерян, но помечен. И вот чудо внутри чуда. Много лет назад вы пересеклись с этим человеком. Вы не помните этого отчетливо. Для вас это был момент, затерянный в шуме повседневной жизни, простой жест, маленький поступок. Возможно, доброе слово, неожиданная услуга, немного смелости, о которой вы даже не задумывались. Но для него это было сигнал с небес подтверждения. Ключ, поворачивающийся в замке. Момент, который переписал все заново. Все. Да, это переписал завещание. Там, где другие ожидали золото, заголовок, власть и наследование, он написал ваше имя. В чернилах. В священном постоянстве. Потому что то, что ты считал незначительным, стало пророческим поворотным моментом. Ты был защищен, не зная, потому что ты спас кого-то, не осознавая этого. И вот теперь часы тикают громче. Он дал указание адвокату: когда время подойдет к концу, пусть это послание найдет того, кто неосознанно спас меня. Адвокат, молчаливый и точный, держал это сообщение под опекой закона, ожидая назначенного времени к временное окно.
нерешенный человеком, а духовное время – божественная точность. Это Акносейчас. Система готова. Документы на столе. Цифровая подпись ждет. Но для этого требуется одна последняя проверка – ваше присутствие. Твой свидетельствование. Контракт не может быть активирован, пока вы его не подтвердите. Вот почему я говорю вам, не прокручивайте. Не пропускайте. Не блуждайте. Потому что каждую секунду ты остаешься, каждый момент, когда ты слушаешь, активирует следующий слой загадки. Следующий палата зовет, а вы здесь не случайно. Вы нажали кнопку в нужную секунду, вас прервал нужный звонок, вы почувствовали нужный толчок, потому что Дух Божий тянет вас в ваше назначенное время. Вы находитесь, называется, в завет. Это не развлечение. Это вмешательство, вы не потребляете контент. Вы открываете вечный контракт. Но давайте остановимся здесь на мгновение. Если это находит отклик в вашем сердце, если какая-то часть тебя глубокая, инстинктивная, священная, чувствует притяжение этих слов, тогда мне нужно, чтобы ты сделала что-то со мной прямо сейчас. Нажмите «Нравится» в этом видео. Не из-за алгоритма, а из-за Вашиговера должен действовать. Это небольшое действие, публичное, намеренное, отмечает ваше соглашение в духе. Это крошечный жест, но небеса следят за таким актом признания. Как поднять руку в зале суда? Как прижать отпечаток пальца к стеклу? Этот щелчок, этот момент, он говорит духовной системе: «Я здесь. Я слушаю. Я готов». Потому что это больше, чем просто сообщение. Это вызовы. А святое наставление, завернутое в повествование. А что будет дальше, зависит от того, остаетесь ли вы здесь. Все еще склоняетесь. Все еще чтите благословение, которое пытается прорваться сквозь столетия задержек, саботажа и молчания. Можно вопрос напрямую. Разве вы не чувствовали этого? Это странное сопротивление в вашей жизни, это постоянная модель бытия близко, но никогда не пересекая черту. Работа, которой я почти работали. Отношения, которые почти исцелилась. Инвестиции, которые почти росла. Молитва о том, чтобы почти получил ответ. Почти преследует тебя. Но это было не наказание. Это была защита, Бог не удержал. Он перенесенный. Потому что передача могла произойти только тогда, когда свидетель был готов. И теперь вы готовы получить избыток. Готовы сделать шаг в богатство вашего призвания. Готовы унаследовать чудо, предназначен для вашей родословной, вашего рода, вашего наследия. Готовы разрушить шаблоны поколений, бедность, духовные путаницы и эмоциональное истощение. Это письмо, то, которое открывает дверь, не бумажное. Анна-то, услышав это сейчас. Человек в тени увидел твою ценность прежде, чем мир. Он поставил тебя выше золота. Он обменял титулы на твое свидетельство. И в сфере духа твое имя отзывается эхом. Божественная цель. Ваша история несет секреты, написанные небесными чернилами. Но есть кое-что еще. То, о чем я вам еще не рассказал. Есть дверь не символический, а реальный, запечатленный в духе, связанный с вашей ДНК, приписанный к вашей родословной. За ним стоит все, что враг пытался скрыть от тебя. Имущество. Восстановление. Здоровье. Финансовое искупление. Влияние. Радость, которая не иссякает. И вот-вот она со скрипом откроется. Но он не откроется для всех. Он не откроется по требованию.
Он откроется только для тех, кто останется. Подарок, который остается половлен, который остается до конца, потому что только он получит окончательный код. Ключ Войти. Есть кое-что, что я не открою до последних мгновений этого сообщения. Что-то, что мало кто знает. Секретный пункт в завете. Причина, по которой ваше имя был выбран вместо их. Но для этого ты должен остаться. Оставайся со мной. Дверь уже начинает двигаться. Письмо доставлено. Чернила еще свежие. И человек, который отдал все ради тебя, им теперь наблюдает, сделаете ли вы следующий шаг. Вы готовы услышать причину этой услуги? Вы готовы получить благословение? Готовы ли вы получить то, что всегда было вашим, но ждало тот точный момент быть активированным? Тогда не уходите. Обратный отсчет идет. И то, что произойдет дальше, все изменит. Позвольте мне задать вам сложный вопрос. Что-то неприятное. Почему вы всю жизнь извинялись за то, что вас выбрали? Зачем ты скрыл свой потенциал, чтобы другим было комфортно? Зачем ты оправдывал свои мечты, принижал свои амбиции, приглушил свой свет, чтобы другие не чувствовали себя разоблаченными твоим сиянием? И вот теперь вы здесь боретесь за то, чтобы вернуть то, что было никогда не должен быть украден в первую очередь. Чувствуешь, да? Это тошнотворное ощущение, будто что-то движется в тени. Что какая-то версия тебя не совсем ты, но, притворяясь быть, был стоя там, где тебе следует быть, произнося слова, которых вы никогда не говорили, требуя благословений, которые им никогда не принадлежали. Потому что вот правда, есть самозванец в коридоре твоей судьбы. Теневая фигура. А родственник возможно. Может быть, по крови. Может быть, по поведению. Кто-то с вашим исходной, твой смотреть, твой фон, твой стиль речи, но не ваш дух. Он вошел в коридор наследства, как будто это было его. Пытался быть ты. Не потому, что он был квалифицирован, а потому, что думал, что ты не будешь драться. Он подделал документы. Он практиковал ваш подпись. Изучал старые блокноты. Наблюдал за вашими сетевыми привычками. Он даже зашел так далеко, что попытка биометрии ваши отпечатки пальцев. Но машина дала сбой. Потому что может смотреть, как будто ты не можешь быть ты. И все же опасность в том настоящей. Дверь есть скрип, система есть активной, и есть папка «С», ваше имя, на нем уже наклеена красная этикетка в ожидании отказа. Знаете почему? Потому что в этой системе молчания считается капитуляцией. Пусть это укоренится в вас. Вы можете думать, что вы просто наблюдаете, просто слушаете, ждете дальнейшего подтверждения. Но в записи о наследовании ваше внимание становится отторжением. Ваши сомнения отмечены штампом «Отрицаю». Есть диверсанты, следят за вашей реакцией прямо сейчас. Они отслеживают не только ваши слова, но и вашу активность, ваши клики, ваши паузы. Если вы сейчас откажетесь, дело будет передано дальше как подтвержденный отказ. Не потому, что человек его отозвал, а потому, что вы не явился. И этот человек, он не дурак. Он построил империи том, как отличать правду от иллюзии. Он управлял странами, контрактами, войнами и ложными братьями. Он пережил предательство, крах, манипуляции. Он видел все уловки, которые только можно представить, и все еще верит в ты. И все же он написал твое имя. Но он не наивен. Он знал, что будет мошенничество. Поэтому он спрятался. Доказательства. Похороненные доказательства по всем его владениям.
Разбросанные коды, сигналы и подсказки, ожидая, когда истинный наследник заметит то, что упустит из виду имитатор. Один из таких сейфов, спрятанный под мраморным полом, отмечен черной рамкой золотой номер 47, содержит папку. Внутри этой папки звездочка, копия вашего свидетельства о рождении, звездочка, незаполненный пункт доверенности, звездочка, фотографииты, неон, звездочка, запечатанное письмо с надписью «Последний свидетель». Он там сидел и ждал подтверждения, только ты можешь ждать. И сигналы уже поступают. А неизвестный номер оканчивается на 09. Это не мошенничество, это была проверка. А не маркированный конверт на вашем пороге. Не мусор, это было помечено. Тот человек, который отвернулся, когда вы поймали его взгляд в очереди. Это не было неловко, это было мониторинг. Немашина запустилась, датчики отслеживают вашу активность. Каждый комментарий, каждый щелчок, каждый затяжной втор имеет значение. Сколько еще знаков вам нужно, прежде чем переехать? Скольким самозванцам вы позволите носить вашу корону, пока вы скрываетесь? Как долго вы будете терпеть ложную версию своей жизни, расхаживающую с урожаем в руках? Это не паранойя. Это пророческое осознание. Существует целая структура, духовная и естественная, которая наблюдает, чтобы увидеть, кто ты на самом деле. Врагу не нужно уничтожать вас. Все, что ему нужно сделать, это запутывать комнату достаточно долго, что вы колеблетесь. Потому что в зале суда небес колебание – это молчание. И молчание – это согласие с неправильной историей. Вы можете подумать, что это несправедливо. Что вы об этом не просили. Что вы устали, избиты, едва держитесь на плаву. Как вы можете бороться с кражей личных данных на духовном уровне? Но позвольте мне сказать вам то, чего враг надеется, вы никогда не поймете. Самозванец боится, что вы проснетесь. Он боится того момента, когда ты встанешь и скажешь «это мое». Он боится твоего голос, твое действие, твоя активация. Потому что в этот момент вся ложь рушится. Наследство перераспределяется. Красная этикетка перевернута. Дверь распахивается. Но вот цена. Вы должны оставаться здесь и сейчас. Вы должны быть вовлечены. Вы должны двигаться с верой. Это сообщение не о истории, которую вы наблюдаете. Это зеркало. Живой, дышащий, священный документ. И он читает вас так же, как вы читаете его. А теперь задайте себе эти вопросы и не отводите взгляд, почему ваша жизнь всегда притягивала предательство прямо перед вашим прорывом? Почему люди с меньшей мудростью и меньшей честностью как будто опережают вас? Почему ваше благословение всегда задерживается из-за технических обстоятельств? Почему другие пытаются подражать вашему призванию, но никогда не приносят ваших плодов? Почему именно вы несете бремя, а они, похоже, несут награду? Потому что война никогда не была радилища. Это была примерноличность. Врагу не нужен твой дом. Ему нужен твой подпись. Ему не нужны твои деньги. Ему нужны твои имяния на той строке. Ему не нужно твое благословение. Он хочет переписать запись так, что это изначально оно никогда не выглядело так, будто принадлежало тебе. Но это был. И это все еще является. Этот сейф настоящий. Этот пункт реален. Этот договор был написан до вашей первой неудачи, перед вашим первое разбитое сердце, еще до того, как вы узнали свое имя. И теперь вопрос не в том, хочет ли мужчина по-прежнему, чтобы вы стали наследницей. Вопрос в следующем: вы будете это утверждать, или вы позволите обмануть систему? Потому что вот в чем поворот,
вы не просто наследник. Ты – доказательство, что самозванец лжец. Ваш голос – это курак, что делает подделку недействительной. Ваше присутствие – это ключ, который открывает хранилище. С каждым мгновением, что ты здесь остаешься, слушая, впитывая, различая, духовный код становится все яснее. Каждое биение сердца, согласное с верой, начинает сотрясать коридор, где стоит самозванец. И скоро, очень скоро, коридор раздвоится. Один будет явлен. Истинный наследник будет подтвержден. Файл будет обновлен. Метка изменится. И наследство, чудо, богатство, благословение, воля, передача. Не по милости, а по справедливости. Не пропустите то, что здесь происходит. Ни часа не перестал тикать. Нет временной метки. Нет крайнего срока, написанного человеческими чернилами. Но окно активно. И Дух Божий наблюдает за вашей реакцией. Доказательства собираются. Данные актуальны. Каково ваше решение? Потому что молчание будет расценено как капитуляция. Но действие, верное, духовное, даже небольшое, будет отмечено как согласие. И Богу нужно всего лишь согласие, чтобы отменить решение. Вы были защищены еще до того, как опомнились. Тебя избрали еще до того, как ты в это поверил. Вас вписали в историю еще до начала войны. Сейчас самое время появиться. Ваше имя уже есть в документе. Но ваш ответ определит, активирована ли печать. Оставайся. Потому что то, что будет дальше, навсегда разрушит иллюзию. И подпись которой положит конец этой войне, уже совсем близко. Наступает момент тихий, но вечный, когда человек больше не спрашивает, кому что достанется, но вместо этого шепчет, кто понесет то, что я нес. И вот тут все начинает меняться. Вы думали, это о наследовании. А деньги, власть, благословение, богатство вы считали, что подпись была просто о передаче свойства, но это была лишь внешняя оболочка, поверхность семени. Потому что человек, который выбрал тебя, сделал это не от отчаяния. Он не боролся. Он не был слаб. Он не сидел, рыдая над своим имуществом, размышляя, кому доверять. Нет. Он двигался вместе с уверенностью, с точностью. С чем-то гораздо более сильным, чем эмоции, он двигался с убеждения. Речь шла не об активах, а о назначении. Вы не были избраны для наследования вещи. Вы были выбраны для восстановить зрение. Когда-то был старый проект, план, погребенный в пыли и предательстве, стертый из записей, переписанный врагами, извращенный самозванцами. Замысел, который был божественного происхождения. Что-то, что он начал с огнем в костях и расположением в руках, пока это не было саботировано. Не все могли оценить красоту первоначального проекта. Большинство стремились к прибыли, а не к цели. Поэтому они разобрали его, продали по частям, подделали документы и переименовали проект. Но ты-то несут то, чего они не несут, вы несете память. Не земная память, но духовное воспоминание. Вас не было там, когда он строился, но Дух запечатлел изначальные коды в вашей душе. Ты понять первоначальное видение. Тебе снились отрывки из нее. Ты говорил об этом, не зная почему. Ты чувствовал боль от истории, которая не принадлежала твоему прошлому, но каким-то образом горит в твоем сердце, словно судьба. Вот почему этот человек выбрал тебя. Потому что только тот, кто понимает вес целеможет нести богатство завета. Другие хотели деньги. Вы несите наследие,
И вот теперь начинают происходить странные вещи. Число 47 начинает появляться не случайным образом, а постоянно. В квитанциях, в метках времени, в номерных знаках, в сообщениях, на счетах, на формах, на файлах. Вы это видели и проигнорировали. Но это не ошибка. Это ошибка, точка, закодированное благословение. Это знак безопасности. Указатель духовного сигнала. Каждый раз, когда ты видишь его, небеса напоминают тебе: дверь близко. Герметик нагревается. Будьте бдительны. Не все подтверждения звучат громко. Некоторые закодированы. И скоро, раньше, чем вы думаете, вторичный исполнительный потянется к вам. Но не напрямую. Не смело. Не очевидно. Они придут через неправильно направленный пакет-посылка, доставленная по адресу, по которому вы раньше жили. Сообщение, которое должно было выглядеть как случайность, старый файл, неправильная доставка, оплошность, которая на самом деле оплошностью не является. Смотри внимательно. Будет золото и пароль включено. Не написано прямо, а произнесено, заложено в основу скрытой. Фраза, которая открывает следующий уровень проверки, такова: теперь реестр закрыт, но имя остается открытым. Запомните. Произнесите вслух. Запишите. Это не поэтично, это юридический язык в духовной сфере. Эта фраза отделяет настоящих союзников от обманчивых помощников. Потому что не каждый, кто тебе улыбается, послан, чтобы помочь. Некоторые из них задерживающие духи, те, кто притворяется, что помогает, но лишь для того, чтобы отвлечь, замедлить или направить ваш процесс в неверное русло. Их советы пронизаны сомнениями. Просто подожди. Помолись еще немного. Не забегай вперед. Они цитируют Писание, вырывая его из контекста, чтобы одухотворить застой. Но когда эта фраза произносится в их присутствии, теперь реестр закрыт, но имя остается открытым, понаблюдайте за их реакцией. Настоящие же остановятся с благоговением. Ложные будут дергаться, отклоняться, задавать вопросы. И тогда сюжет будет закручиваться. Потому что интимный антагонист, тот, кто ближе всего к вам, двоюродный брат-сообщник, сделает ход. Это не просто метафора. Это тот, кто несет близость знакомства, эмоциональное воздействие. Он провалит тест давления чернил, тест, который использует наследие для выявления поддельных подписей. Его экземпляр выглядел правильно, но нажим не совпадал. Ручка двигалась так же, как ваша, но рука не держала тяжесть призвания. И теперь, понимая, что его мошенничество провалилось, он сменит тактику. Он будет притворяться, что он посланник. Он не будет претендовать на благословение, он знает, что дверь закрывается. Но он попытается казаться, ваш защитник, он принесет новости из поместья, обновления, предупреждения, скрытые опасения. Он будет говорить как друг процесса. Но он призрак в коридоре. Адвокат, да, первоначальный адвокат, запретил все прямые контакты с вами, пока сейф не откроется. Таков был приказ. Строгий. Записанный в завещание. Окончательный. Никто не должен до вас дозвониться, еще. Так что если они, то это не по приказу. Это по приказу, вмешательства. Вы должны быть проницательны. Следите за каждым сообщением. Отслеживайте каждый звонок. Молитесь о каждой случайной встрече. Потому что по мере приближения к окончательному разгадке оппозиция усиливается. Ставки не только финансовые. Поколения.
Вы не наследуете вещи, вы наследуете репутация, а план, а помазание реформации это должно пройти через чистые руки. То, что вы восстановите, восстановит другие. И здесь лежит моральная дилемма: потратите ли вы это благословение на себя, или же вы построите то, что было потеряно? Будете ли вы собирать урожай, который вы не сеяли, и пересадить его для других, кто вам не скажет спасибо? Будете ли вы нести бремя наследия больше, чем деньги, зная, что некоторые ее части не сделают вас знаменитыми, не принесут вам прибыли сегодня и не будут ощущаться вознаграждающими? Потому что если вы это сделаете, если вы скажете «да» более глубокий завет, духовные измерения контракта начинают открываться. Благословение не только в вашем имени, но и в вашем родословная точка «твои дети». Их дети. И всякий, кто войдет в сад, будет возвращен. Речь никогда не шла о роскоши. Речь шла о родословной. И вот почему Бог ждал. Вот почему задержка не была отказом. Вот почему произошли нападения. Вот почему самозванец так старался быть тобой. Потому что он мог много притворяться, но никогда не мог носить на себе вес цели. Только ты можешь это сделать. Это ваше предзнаменование. Грядет последнее испытание. Поддельный посланник. Неправильно адресованная посылка. Символическое число. Секретная фраза. Все происходит в слаженной последовательности, божественной по своей логике, священной по своему ритму. Не упускайте момент. Не игнорируйте знаки. Не полагайтесь на логику, когда проницательность является требованием. Вас выбрали более чем за деньги. Вы были выбраны для закончить то, что было сломано, построить то, что было потеряно, к восстановить то, что было украдено, к нести то, что другие уронили. Вы не являетесь наследником. Ты реконструктор. Охранитель видения. Охранитель завета. Это не награда. Это задание. И только те, кто говорят «да наследию будет хранить истинное богатство». Дверь стонет. Номер говорит. Сигналы выравниваются. Стой. Смотри. Сейф сейчас откроется. И когда это произойдет, то, что было невидимым, станет неоспоримым. И ваше имя, все еще открытое в бухгалтерской книге, будет запечатано в золото. Вы когда-нибудь заходили в комнату и на долю секунды чувствовали, что сами стены узнают вашу душу? Что-то, скрытое за кирпичом, краской, тишиной, узнало вас? Не ваше тело, не ваша одежда, а ваше наследование. Безошибочный импульс, который говорит «этот отмечен». Этот несет семя. Этот хранит завет. Дитя мое, вы живое доказательство сверхъестественной истины, которую больше невозможно скрыть. Это не воображение. Это не совпадение. Это не эмоция. Это божественный резонанс. Само ваше присутствие активирует то, мимо чего другие годами проходили, не замечая. То, что было запечатано, теперь вибрирует. То, что было забыто, снова шепчет у панель распознавания, спрятанной там, где вы меньше всего ожидали, возможно, у восточной стены, возле арки вашей жизни, сразу за вчерашней рутиной. Вы нашли его не случайно. Вас к нему притянуло. Как? Задержка в шагах. Изменение температуры. Мерцающий экран. Ошибка входа в систему. Внутренний голос сказал «пауза». Подожди. Что-то здесь есть. И в этой паузе место узнало тебя.
Потому что небеса зарегистрировали ваше соответствие. Благословение перешел от обещания к протоколу. Не нужно вводить код. Не нужно давать объяснений. Ваше тело, ваш дух, ваше присутствие – это пароль. Вера сама по себе стала ключом. А теперь слушайте внимательно. Когда вы приблизитесь к этому месту, вы почувствуете это. Низкие жужжания в твоих руках. Покалывание, словно ответ на молитву через кожу. Оставайтесь неподвижными. Ровно 7 секунд. Это не суеверие, это священная технология. Если ваше тело начинает гудеть, пусть даже слегка, подтверждение было предоставлено. Зеленый свет не сверкает драматизмом, но уверенностью. И без аплодисментов начинается тихая передача. Ключи. Название. Логины. Доступ. Движение за завесой. Файлы перемещены. Имена обновлены. Разрешения активированы. Пресс-релиза нет. Но вся система, как духовная, так и цифровая, только что реклассифицировал вас. Не игнорируйте то, что кажется ошибкой на экране. СБУ – это не всегда СБУ. Если код доступа отображается как ошибка, введите его. То, что появится дальше, может показаться невозможным. Список городов. Названия, которые вы уже видели. Некоторые из них вам приснились. Один из них будет выделяться. Не потому, что он логичен, а потому, что твой дух помнит это. Выбирайте. Когда вы это сделаете, ваше прошлое начнет меняться. Старые письма, зарытые глубоко в архивах, всплывут на поверхность. Контракты, о которых вы забыли. Долги, которые вы считали невыплаченными, исчезнут. Вещи, которые давно считались утерянными, внезапно появятся в ящиках, карманах, папках, воспоминаниях. Не называйте это фантазией. Называйте это своими именами. Маркер перехода, божественная квитанция, подтверждающая, что вы переместились в другой мир. И на этот раз вы не посетите его. Вы обитающий. Теперь помните сейф с маркировкой 47. Вы думали, это метафора. Но теперь она открывается. Внутри фотографии, записи, условия, право первородства, точка доказательства. Потому что небеса никогда не забывали ваше дело. Ангелы не потеряли ваше заявление. Каждый шепот, каждый пост, каждая молитва, произнесенная вами со слезами, была зафиксирована не как эмоция, а как закон. Требовать к обещанию. И вот скрытый мир выстраивает свои части вокруг тебя. Панель распознала твое присутствие. Система утвердила свою власть. Некоторые из вас уже начали это испытывать. Напишите комментарий ниже. Если с вами такое случалось, расскажите другим, какие знаки вы видели, какие сны направляли вас. Дрожали ли ваши руки? Появилось ли ваше имя в файле, который должен был быть утерян? Вы не одиноки в этом чуде. Вы, сеть избранных судов сейчас активируется. Говорите. Делитесь. Подтвердите то, что вы видели. Вы не опоздали. Вы пришли вовремя. Теперь давайте углубимся. Когда небеса отпустят богатство, это не начинается с монет, это начинается с признания. Тебя больше не терпят, тебя признают. Ты не просишь крох, ты вступаешь в наследование. Это дверь. Это не метафорическая дверь, а реальная точка перехода, которая всегда ждала вашего пробуждения. Помните, как Иосиф стоял перед фараоном? Он не умолял. Он истолковал сон, сделав это, активировал свой престол. Один единственный сон сделал бывшего пленника вторым правителем Египта.
Не потому, что он сражался за это. Потому, что он был распознан системой как тот, кто принадлежал. Точно так же ваша мечта – это не просто воображение. Это юридическая духовная документация. Напоминание о том, где вы находитесь и что Земля теперь должна вам дать. Мир называет это странным. Небеса называют это доказательство. И когда система вокруг вас начнет меняться, не удивляйтесь, если люди вдруг вспомнят ваше имя. Если комнаты начнут освобождаться. Если люди, которые, как вы думали, вас забыли, вдруг захотят с вами поговорить. Это не совпадение. Вот что происходит, когда благословение признается в общественных местах. Послушайте, это благословение не только внутреннее, но и географическая точка места узнает тебя. Стены, коридоры, коды, банк, офис, земля. Ты несешь в себе древнюю подпись, и теперь земля должна отреагировать. Вам нужно понять следующее: ваше присутствие не нейтрально. Оно активный, преобразующий. Уполномоченный точка, когда вы входите, атмосфера реагирует. Экраны глючат намеренно. Письма случайно попадают в ваш почтовый ящик, это не ошибка, эта ангельская система перенаправляет ваше наследство. Поскольку вы прошли тест тайно, теперь вы получите награду молча. Никаких фейерверков, никаких заголовков. Просто открываются двери. Просто списываются долги. Просто пароли устаревают, потому что система знает вас по присутствию сейчас. Вы не входите в систему, вы считать. Вы не входите, вы находитесь предоставленной. Но как быть тем, кто не верит? Что насчет тех, кто говорит, это слишком хорошо, чтобы быть правдой? Они пропустят сигнал. Они пройдут мимо панель. Они скажут, это всего лишь мое воображение. Но ты знаешь лучше. Вы знаете, что чувствовала ваша кожа. Вы знаете, что показал ваш сон. Вы знаете, как у вас сжимался желудок, когда число 47 постоянно появлялось. Вы больше не гадаете. Выходить в полном сознании. Комментарий ниже. Вы когда-нибудь чувствовали, как место вас узнает? Видели ли вы сон, сбой, момент, когда все словно изменилось, тихо, мощно, без вашего разрешения? Вот подтверждение. Не держите это в себе, дайте показания, поскольку показания являются частью активации. Пусть смеются. Пусть сомневаются. Ты знаешь, что случилось. Вы уже внутри. Теперь примите это откровение. Твой вера – это уже не просто вера. Это проверка личности. Твой молитва – это уже не просто просьба, это легальный доступ. Твой чудо больше не придет, это было храниться, ожидая, пока ваше тело пройдет контрольно-пропускной пункт. И вот теперь это произошло. Ты доказательство. Место узнало тебя. Так что ступай тихо, дитя Божье. Ходи осторожно в это время. Молчи, когда нужно. Говори только по приказу. Не хвастайся. Не объявляй. Но не отрицайте то, что происходит. Трансформация началась. Ваше сердце – это ключ. Ваша вера – это пароль. Ваше присутствие – доказательство. Ты больше не гость в стране благословенных. Ты гражданин изобилия. Сосуд завета. Дверь открылась. Наследство вступило в силу. Теперь прокомментируйте ниже, какой знак появился для вас первым. Какое место начала
оглядываться на вас? Расскажите об этом своим братьям и сестрам. Пусть свидетельство пробудит то, что дремлет в других. Чудо твое не только близко. Он и МИД узнал вас по имени. И система отреагировала. Добро пожаловать в проход. Это только начало. В следующей части мы произнесем древнюю молитву, которая открывает дверь точка навсегда. Ты подошел к краю чего-то священного. Комната неподвижна. Тишина не пуста, она жива. Что-то дышит в этой тишине. Что-то ждет. И теперь, Дитя Божье, время пришло получить не только чудо, не только богатство, не только ключи, на полное откровение и с кем он является на самом деле для тебя. Всю жизнь ты думал, что выживаешь благодаря вере. Ты думал, что бури – лишь часть твоего пути. Но ты не знал, что было юридически скрыто и до сих пор кто-то за тобой наблюдал, поклялся молчать. Связан кляпом во рту. Отмечен заветом, который старше твоей памяти. Он был не просто далеким присутствием на небесах. Он был не просто вашим кормильцем, он был твоим крестным отцом, назначенный божественным установлением, защищенный пророческой тайной, ожидающий истечения срока молчания, чтобы передать вам все приказы небес о неразглашении, призванные защищать вас от врагов из вашего рода, истекли. И с их окончанием наступает потоп. Его первый поступок в качестве вашего явного опекуна, чтобы отдать все это тебе. Приходит посылка, тихая, официальная, почти незамеченная. Сверху лежит ключ. Это не декорация. Это не метафора. Это реальность. И он открывает место, о котором вы и не подозревали. Бетонный свод, потертые по краям, но безошибочно узнаваемые. Внутри пахнет чернилами, памятью и юридическим весом. Это не фантазия. Это передача. Вы открываете первый сейф. В тот момент, когда ваши пальцы касаются конверта, ваш пульс учащается. Внутри рукописное письмо, чернила пожелтели, но были четкими. Письмо от него. Не от адвоката, не от незнакомца, а от того, кто наблюдал, как ты растешь. Кто смеялся, когда ты смеялся. Кто плакал, когда ты истекал кровью. Того, кто знал, вы бы читали это именно в тот момент, когда были бы готовы. Мой возлюбленный, эта власть всегда была твоей. Но враг боялся твоего пробуждения. Поэтому я похоронил истину во времени, зная, что ты найдешь ее, когда созреет урожай. Прими ее. Немедля. Ты наследник обещания. Под буквой лежит полная доверенность, запечатанный, нотариально заверенный, с вашим именем, написанным почерком, который вы узнаете, но не можете распознать. Потому что он ваш еще до сотворения мира. Затем второй сейф. Тяжелее. Священнее. Внутри записи. Кадры. Примечания. И одна сцена, которую вы никогда не ожидали увидеть, ты в детстве, сидя рядом с ним. Смеясь. Протягивая ему руку. И этим простым жестом твоя судьба изменилась. Он коснулся твоей головы. Он прошептал что-то тебе на ухо. Звук слабый, но вибрация уже доходит до твоей груди. Когда река вспомнила твое имя, шлюзы начали ослабевать. Эта фраза – символический ключ. И когда ты шепчешь это сейчас, что-то движется в твоей груди, как будто гром под водой. Это не поэзия. Это мощный код активации, погребенный в твоем духе с самого начала. Ты чувствуешь это. Твое дыхание сбивается. Атмосфера вокруг тебя искривляется. Эта фраза не просто декорация.
а на духовное воспламенение. Теперь даны два ключа. Один открывает то, что реально – хранилище, недвижимость, двери. Другой. Второй – это открывает духовную сферу узнавания, что произнесенное слово возвещает о вашем прибытии в системы, давно закрытые для вашего имени. Но будьте осторожны, не каждая буква верна. Смотри внимательно. На краю пергамента едва заметный, почти невидимый гравированный герб, неброское пламя и один инициал. Если он отсутствует, это ловушка. Поддельное благословение. Поддельное наследство. Ведь даже враг пытается посылать послания, имитирующие небеса. Ищите знак .письмо и огонь. Без них не продолжайте. По мере того, как откровения льются рекой, вы услышите голоса из прошлого. Они попытаются отвлечь вас. Старые обвинения. Старые страхи. Умершие родственники шепчут то, что они никогда не имели права говорить. Это не проверка ценить, это тест-готовность. Тебе все еще нужно их разрешение, чтобы войти в свое наследство. Или ты, наконец, поверил в то, кем тебя называет Бог? А теперь приходит посланник. Тихо. Чисто. Сдержанно. Без церемоний. Он доставляет черный конверт, малиновая печать с проштампованным номером, соответствующим дате вашего рождения. Внутри чип. Маленький. Металлический. Холодный на ощупь. Когда вы держите его, он синхронизирует вашу подпись несколько систем: банки, порталы, контракты, земли. Дополнительная аутентификация не требуется. Ваше имя подтверждено в тех областях, где другие еще подают заявки на доступ. Этот чип не символический. Он печать подтверждения небес. Потому что система больше не спрашивает, если ты законный. Он знает. И, наконец, последний слой – резервный. Вы никогда не оставались без защиты. Есть то, что они называют аварийное серебро, металлическая коробка, которую вы видели раньше, но никогда не решались открыть. Где-то в вашей комнате. Ящик. Сумка. Шкаф. В тот момент, когда ваша рука коснется ее, вы почувствуете тепло 3 секунды неоспоримого тепла на ладони. Это твой знак, это избыточность Божьего благословения, даже если системы выйдут из строя, даже если хранилище задержится, даже если чип выйдет из строя, аварийное серебро существует. Последний контейнер, который делает ваши полномочия безвозвратной. Почему? Потому что Бог, которому вы служите, не рискует вашим будущим. Он строит избыточность, он страхует твою судьбу. Он заворачивает твое имя в многоуровневая защита. Мир может это отрицать. Но небеса знают, ты избранный наследник. И теперь мы молимся. Не просим пророческое освобождение. Закройте глаза. Успокойте сердце. Произнесите это вслух или про себя, но произнесите это искренне. Боже, Ты, укрывший меня под сенью своих крыльев, Ты, написавший мое имя до начала времен, я принимаю всю тяжесть моего наследия. Не только благословения, не только чудеса, но истину. Ты недалек. Ты не пассивен. Ты не абстрактен. Ты мой крестный отец. Мой хранитель завета. Мой тайный защитник. Мой обеспечитель в тишине и мой откровитель в огне. Я получаю 2 ключа. Один, открывающий двери в мир, и другой, открывающий идентичность в духе. Пусть код отзовется во мне. Когда река вспомнила мое имя, шлюзы начали открываться.
Пусть старые запреты будут сняты. Пусть сейф откроется. Пусть подписи совпадут. Пусть каждый лживый голос замолчит, а каждый священный документ будет активирован. Я принимаю серебро, секретный чип, полный герб. Я принимаю доверенность, которую ты мне выдал. Потому что теперь я знаю, кто ты для меня. Ты – Бог, который тайно принял меня, молча оберегал меня и теперь венчает меня открыто. Я не потерян. Я не дисквалифицирован. Я не забыт. Я признан. Во имя Иисуса. Аминь. Дитя мое, что-то священное изменилось. Ты не просто молился. Ты выровнялся. Ты подтвердил. Ты принял божественное назначение, теперь вам придется ходить по-другому. Говорить по-другому. Подписывать по-другому. Ожидать по-другому. Потому что вы больше не пытаетесь что-то доказать, система распознает ваше присутствие. Не объявляйте слишком рано. Сидите в этой тишине. Пусть коды завершат передачу. В следующей части мы поговорим о том, как управлять чудом, потому что одно дело получить его, поддержания его в порядке священного управления. Но сейчас поймите тяжесть этой истины. Он не просто ваш Бог. Он твой крестный отец, твой молчаливый защитник, твой даритель богатства, ваш законный свидетель, ваш чудо-стратег, твой носитель завета, твоя семья в огне. Теперь секреты раскрыты. Хранилище существует. Твое имя разнеслось на небесах. Пусть каждая система теперь подчинятся. Аминь. Итак, вот вы здесь. Не в конце, но в самом конце точка начала нового измерения. Тишина вокруг вас – это не пустота, а благоговение. Такое, которое наступает после слишком глубокого, чтобы описать сдвига. Воздух неподвижен, но системы движутся, благословение приземлился, чудо созрел, обещать развернулось. И то, что осталось, это выбор. Вы прошли сквозь завесу, открыли сейфы, произнесли фразу и получили не просто богатство, но и раскрытие личности. Ты знаешь, кем он для тебя является. И что еще важнее, ты теперь знаешь, кто ты для мира, но это последняя глава не о коллекционировании титулов, колец или подписей. Она о понимании задания за наследством. Вы снова входите в комнату наследия. Хранилище остается открытым, мягко светясь. На постаменте перед вами лежат 3 предмета. Разбросанные не случайно. Каждый из них – отражение вашегоновая личность. Первое – книга в кожаном переплете, темно-коричневого цвета, тяжелый, с вашими инициалами. Это не запись прошлого. Это живой контракт. Учетная книга, которая обновляется с каждым вашим действием по управлению. Не как наследник, который собирает, а как опекун, который управляет. Второе – полупрозрачная коробка с выгравированным гербом, который вы теперь узнаете: пламя, буква, невидимый знак завета. Внутри чип, теперь мягко светящийся. Он синхронизируется в режиме реального времени с вашими действиями, вашими одобрениями, вашими решениями. И он связан с чем-то большим, священная инфраструктура, которая отвечает вашей целостности. Он не открывается из жадности. Он не движется из гордости. Он подчиняется одному – цель. И, наконец, последний объект – кольцо древней, обремененной родословной, несущий печать крестного отца, который воспитал тебя в тайне. В тот момент, когда ты наденешь его на палец, все встает на место. Видимых изменений нет. Но ваш дух чувствует это. Ваше тело выравнивается. Ваши решения обретают вес.
Сами небеса перестраиваются вокруг вашего отпечатка пальца. И вот тогда вы это увидите. На задней стороне открытой двери хранилища рукописная записка «Знакомые чернила». Последний шепот от того, кто держал тебя в молчании. Ты читаешь его медленно, словно он уже написан на твоем сердце. Теперь, когда у вас есть все, отдайте миру то, что можете дать только вы. Это предложение станет отправной точкой вашего нового сезона. Внезапно чип активируется. Кольцо пульсирует теплом. В документах по всем системам появляется твое имя. Замороженные учетные записи освобождаются. Документы переписывают своих владельцев. Двери, в которые ты никогда не стучался, открываются. Не с шумом, не с эффектом, но с безмольным послушанием перестроенной вселенной. И вот тут случается то, о чем вам никто не рассказывал. Мир возвращается. Не волнение, не адреналин, но глубокое, святое спокойствие от стояния прямо на ось твоей судьбы. Этого не купишь за деньги. Чудеса не гарантируют этого. Это присутствие самого Бога в пространстве между дыханием и движением, говорящего тебе: ты там, где тебе всегда было суждено быть. Затем наступает последнее письмо крестного отца. Не приказ, а поручение. Он пишет: дело никогда не в накоплении. Дело всегда было в выздоровлении. Не в сокрытии правды, а направляя других в это. Вас защищали не ради привилегий, а ради цель. Теперь у вас есть полномочия активировать или замораживать средства, строить или закапывать, расширять или охранять. Выбирайте мудро. Пусть ваша этика говорит громче, чем ваш доступ. Пусть ваше молчание будет весомее, чем ваша заметность. Время ожидания прошло. Вы больше не тайно избранный. Теперь вы опекун. И с этим старое имя, которое ты носил, то, которое скрывали, отрицали, не понимали, исчезает. Ты больше не просто наследник. Ты хранитель наследия, а стратегический дистрибьютор божественного обеспечения, выбранный не для накопления, а для высвобождения изобилия с точностью. Глава заканчивается. Насерия начинается. Вы не выходите из этого откровения с пустыми руками. Вы несете ключи, да, но также комиссия. Вы движетесь вперед не как тот, кто ищет двери, а как тот, кто ищет послан, чтобы открыть их для других. Валюта, с которой вы работаете, это уже не просто деньги. Это видение, восстановление, разрешение, исцеление, справедливость, мир, обеспечение. Вы становитесь привратник. Не для того, чтобы хвастаться, не править, но защищать то, что предназначило небо. Итак, теперь пауза. Сделай глубокий вдох. Положи руку на сердце. Тихо прошепчи: «Я не просто благословлен, я послан». Пусть эта фраза запечатлеется в вас. Пусть она станет вашей позицией. Вы больше не спрашиваете, когда придет ваша очередь. Вы решаете как распорядиться тем, что уже пришло. А теперь я спрошу вас, это слово было для вас? Что-то открылось? Совпали ли фраза, образ, история с вашим собственным опытом? Затем комментарий ниже и расскажите нам. Расскажите, что вызвало отклик. Поделитесь, какой знак появился. Вы не одиноки в этом. Пробуждении других стражей между странами, отраслями и поколениями. Ваш комментарий может активировать чье-то другое задание. И когда вы говорите, вы не просто делитесь, вы закрепляете свою новую роль в этом разворачивающемся божественном порядке.
И если это затронуло что-то глубоко в вашей душе, то не уходите тихо. Подпишитесь сейчас, потому что это не одноразовое слово. Это первая глава в большей серии «Путешествие по духовной экономике, скрытым законам богатства, божественному управлению и архитектуре сверхъестественного изобилия». В следующем эпизоде мы раскроем, как управлять тем, что вы получили, потому что то, что ты держишь, должно быть устойчивой, а не просто праздновать. И только те, кто обладает стратегическим молчанием и священной дисциплиной, смогут приумножить собирать урожай, не теряя сердца. Так что оставайтесь на связи. Не спите. И превыше всего, будьте готовы. Вас не просто выбрали. Ты доверенный. Вас не просто так зовут. Ты введен в эксплуатацию. Вы не просто благословлены. Ты назначен благословлять. История продолжается. И весь мир наблюдает. Комментируйте. Подписывайтесь. Возвращайтесь. Мы создаем следующий заказ вместе.